Привет, 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 песеры, с вами Морж. Воскресенье, 21 число у нас на календаре, и такое проходное видео, тем не менее, стоит его снять, потому что сейчас самое время фармить. У нас в игре вообще мало чего можно фармить, но сейчас у нас ивенты, посвященные 6-летию мобильной версии, и немножечко пофармить все-таки можно. Фармить мы будем опыт, и фармить мы будем вот таким образом. Сейчас я вам все покажу. Первое, что нам нужно, это команда из 11 на поле, из 7 на замене игроков одной и той же позиции. Я не имею в виду, что именно все должны быть центральными защитниками, просто либо защитники, либо полузащитники, либо нападающие. Да, вы видите схему 4-2-4, нельзя сейчас ее поставить, можете даже не спрашивать. Неделю можно было поставить в самом начале, вот, сейчас нельзя, к сожалению. Кто не сохранил, тот не молодец. В общем, нам нужно, получается, 18 игроков одной позиции. Как вы видите, я выбрал защитников. И главное, нам нужен правильный тренер. Кровь здесь не подойдет, конечно, объясню почему. Здесь нам нужен Канавара. У меня это купленные тренера, и купленные тренера лучше всего подходят именно для прокачки. И, в принципе, для этого я их и покупал. Можно и тренерами не за голду, тоже я вам покажу, в общем-то, как. Значит, в чем прикол Канавара? Если он стоит в команде, то все игроки на позиции защитник получают за матч на 400% больше опыта, что на самом деле замечательно. Собрали команду, сейчас что-то не поставил я Канавара, подтвердить, неважно какой стиль и не важен результат на самом деле матчей, которые эта команда будет проводить. Далее мы идем в соревнования. И соревнования у нас есть вот такие два прекрасных. Вот здесь вот дается за каждый матч в 3 раза больше опыта. А если мы к этому добавляем то, что у нас еще есть, собственно, хороший тренер, то есть еще плюс 400%, получается опыта за матч реально до хрена. Можно такой опыт получать за матч в онлайне, можно получать за матч в офлайне, собственно, против ботов. Ну, я вам советую против бота и качаться. Как вы видите, я активно сейчас этим занимаюсь, у меня 95 460 очков уже в этом соревновании набито. Да, немножечко даже ГП за это капает, за каждую 1000 по 100 ГП, тем не менее, оно нам нахрен не надо, нас интересует именно опыт. Начинаем матч, выставляете любую сложность, хоть легенда, хоть не легенда, результат матча не важен, все равно за матч дается определенное количество очков опыта. Единственное, что я вам хочу сказать, смотрите, в автоподдержке в матчах поставьте гибкую замену, потому что кроме 11 игроков, которые на поле у вас будут получать опыт, еще будут замены, они будут выходить и тоже получать опыт. Да, меньше, все равно с бонусами, и качаться игроки так будут быстрее. Ладно, давайте переходим к результатам матча и посмотрим, сколько я смог опыта за это все дело нафармить. Итак, отыграли матч, давайте смотреть, что по опыту получится. Кстати, мой супер-мега крутой состав умудрился 0-0 сыграть с Ювентусом. Ну ладно, результаты нас, простите, не волнуют. В общем, нас волнует опыт. И там вообще, в принципе, за каждый матч, независимо онлайн, офлайн, еще чего-то, футболист получает 70 опыта, если начинает игру в стартовом составе. Значит, нажимаем на посмотреть очки опыта, и мы видим, что наши центральные защитники, ну и вообще защитники, получили по 1050 опыта вместо 70. И, по-моему, это круто. То есть бонусом мы выхватили 840 опыта. Итого мы получаем, если у нас тренер, который дает 400%, мы получаем в 12 раз больше опыта за каждый матч. Умножаем 1050 на 11 и по сути мы получаем 11550 опыта на команду. Ну, если я все правильно считаю. 11550 опыта за один матч. Я думаю, вам не нужно напоминать, сколько стоит 10 тысяч опыта. Собственно, если покупать его за ебалы. Ну и не слишком уж часто нам его дают в ивентах по десяточке. Кроме того, игроки, вышедшие на замену, ну тут у меня, по-моему, никто на замену не вышел. Почему-то на автоматически никто на замену не вышел. Меня это немножечко печалит. А нет. Маркиньос вышел на замену, 100%, да, и он получил 450 опыта. То есть, кроме вот этих 11550, еще те игроки, которые выйдут на замену, тоже получат еще по 450. Короче, это единственный вариант, как сейчас вообще что-то фармить, и это, собственно, фарм опыта. Я понимаю, у вас может не быть тренера, купленного за голду, тогда бонусы будут немножко меньше, тем не менее, все равно фармить вы сможете. Значит, показываю, каким образом. Идем в тренеров и покупаем тренера, который подходит нам. Так, по фильтру сделаем. Совместимость с тренером, звезды нападающие, ну, допустим, защитники.
Нажимаем «Готово». Вот у меня есть Валбуэна, ну он же Симеоне, да, из Атлетико Мадридского. В принципе, можно брать самого дешевого. Разницы абсолютно никакой. Результаты матчей нас не интересуют. Берем самого дешевого тренера. Главное, чтобы игроки на позиции защитник получают за матч на 300% очков опыта больше. То есть с купленным за золото тренером у нас по сути идет x12, да, 400% от тренера и x3 за матчи. Здесь будет идти x9, 300% за тренера и в 3 раза больше за матча. Но все равно фармить возможно. При том, что в нашей игре фарма особо нет, при том, что на это сейчас можно не тратить время, просто нажимаете на матч с ботом и нажимаете дальше, дальше, дальше. Матч закончился, следующий, матч закончился, следующий, матч закончился, следующий. Можно очень неплохо выкачать своих футболистов. Просто обращаю ваше внимание, что еще ивент идет 3 дня 15 часов. По сути, вот я вчера качал полузащиту, за день я прокачал 18 футболистов на фулл. И, по-моему, это очень даже неплохо, это очень даже здорово, чтобы не тратить тренеров опыта, которые у нас достаточно не часто бывают в ивентах и достаточно дорого стоят в магазине за ебалы. И 3 дня 16 часов будет идти такой же ивент с пользователями. Но, само собой, качать легче с искусственным интеллектом. Вот таким видео я хотел с вами поделиться. Пиши, будешь ли ты это использовать. Вот. Ну и можешь написать спасибо. Я как бы всегда пожалуйста, так сказать. На этом прощаюсь, ребят. Завтра уже новая рабочая неделя. Так что с вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.